дорогие подписчики, гости канала, с вами Женя. Вы на канале Счастье в нас самих, где, как всегда, ответы на вопросы, инструменты для улучшения жизни, а также практики, настрой, ритуалы и медитации для исполнения желаний и достижения целей. Ну а также, это инструменты для избавления от того, что мешает вам достичь целей. Ведь прежде чем начинать достигать, надо избавиться от всего, что мешает, а потом уже на чистый лист бумаги, образно говоря, писать и записывать то, что вы желаете достичь. Ну и, конечно, всегда помните, все в ваших руках. Это ваша жизнь. Вы режиссер своей жизни. Вы сами притягиваете людей, события и вещи в вашу жизнь. Поэтому даже некого винить. Сегодня, как и каждый день, прогноз на ближайшую неделю. Сейчас стихия огонь, знаки зодиака, овны, львы и стрельцы. Искорки, мои дорогие, особенно овны. Овны – это действительно искры. Стрельцы тоже, но они немножечко мягче. Вот стрельцы чуть-чуть помягче, чем овны. Ну а львы, они очень выдержанные. Правда, если льва вывести из себя, тогда мало места всем будет. Но, как всегда, сосредоточьтесь, мои дорогие, на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, улыбнитесь. Вы же знаете, что улыбка улучшает жизнь. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Не забывайте про акцендент, он влияет на ваше состояние, на ваше восприятие мира и, соответственно, на вашу жизнь. Поэтому всегда смотрите ваш знак зодиака и знак зодиака вашего акцендента. Я, кстати, одна из причин, почему я начала делать по знакам зодиака, а не просто по стихиям. Потому что иногда акцендент в той же стихии, но в другом знаке зодиака. Очень редко человек вот чисто овен, например, или чисто лев, или чисто стихия огня. Очень часто это смешано. У меня, например, стихия воды и стихия воздуха, рыбы и близнецы. И, соответственно, и моя реакция, мое состояние и так далее влияет. Это влияет на то, что я сказала выше. Ну и в конце расклада, как всегда, карты на исполнение желаний. Ну что, поехали, огоньки. Овны. Что же основное на неделе? Потребуется терпение. Этого у вас действительно нет. Но для того, чтобы в ближайшую неделю вы могли не раздражаться и спокойно, иногда придется ждать результатов. Поэтому карта говорит, будьте терпеливы. И старайтесь, смотрите, ваша реакция иногда идет не на пользу вам. Поэтому карта говорит о том, что вот было бы здорово сменить вашу реакцию. Опять же, если что-то происходит, вот тут я больше вижу, кстати, вы уж простите, я тут больше вижу, что ожидание чего-то. Вы будете что-то ждать, и ответ, и решение никак не будет приходить. Соответственно, вам потребуется все терпение, которое вы можете собрать в кулак для того, чтобы не раздражаться, не нервничать и спокойно пытаться концентрироваться на чем-то другом, для того, чтобы вопрос, который волнует вас больше всего, был решен быстрее. Чем больше вы будете уводить внимание от ожидания, тем быстрее придет решение. Ну и, соответственно, я по бабочкам здесь вижу, что и звездочкам, что решение будет в вашу пользу. Ведь
атрибутику эти символы никто не отменял. В каждой колоде же свои символы, и они тоже помогают раскрыть энергетику карты. Львы, что же у вас основное в ближайшую неделю? У вас будет стоять перед вами выбор, вам надо будет выбрать. Но по этой карте я могу сказать, что бы вы ни выбрали, все будет вам на пользу. Единственное, что эта карта еще и поиска баланса, это карта баланса. Вот, так было бы здорово выбирать то, что для вас более комфортно. Вот в этом случае было бы здорово не выходить из зоны комфорта, а именно выбрать то, что вам более комфортно. Для этого вы просто задаете себе вопрос, что же мне... Вот ставите эти два варианта, у вас будет выбор, значит будет два варианта, озвучиваете себе один вариант и понаблюдайте за вашими ощущениями, потом озвучите второй вариант и тоже понаблюдайте за вашими ощущениями. Тот вариант, который вызовет комфорт, тот вариант было бы здорово выбрать. Хотя вот по этой карте говорят, что выбор без выбора. Это значит, что все, что вы не выберете, будет неплохо. Вот. Смотрим дальше. Стрельцы. Стрельцы, вы будете, знаете, в своей стихии, вы будете в своей стезе, вы будете яро строить планы, вы будете смотреть открыто в будущее и действительно строить планы и пытаться выстроить какую-то схему действий. И это может касаться любой сферы жизни. Работа, карьера, бизнес, личные отношения, ну и, соответственно, и здоровье тоже. Кстати, тут могу сказать, что некоторые будут планировать отпуск в ближайшую неделю, и карта говорит о том, что это благоприятно. В ближайшую неделю благоприятно строить планы, и даже грандиозные. Поэтому вперед и только вперед, стройте планы и наслаждайтесь вашим сценарием, давайте так. Помните только, что иногда, создав свой сценарий, не все происходит так, как мы решили для себя, и это не значит, что что-то не исполнится, что-то не сбудется, что вы не на правильном пути. Просто иногда Вселенная показывает вам немножко другое направление, и обычно, если со временем это проанализировать, то направление, которое показала Вселенная, более быстрое и более легкое. Помните об этом. Ну и карта совета для стихии. Десятка жезлов, и говорит она о том, что старайтесь не брать на себя слишком много, старайтесь давать себе отдых, старайтесь расставлять приоритеты для того, чтобы потом не быть как выжатый лимон. Ведь усталость, она накапливается. Очень часто, особенно в молодом возрасте, люди не чувствуют это. И гонят себя, но в какой-то момент это все откликается заболеваниями, стрессами, депрессиями даже. Поэтому лучше расставить приоритеты и делать все по мере поступления, не хватаясь за все и сразу, тем самым истощая себя. Постарайтесь не истощать себя. Теперь карты на исполнение желаний. Загадывайте желания. Посмотрим. Кстати, те, кто смотрит меня постоянно, вы уже знаете, что карты на исполнение желаний иногда дают и дополнительный совет. Так что смотрим, что же нам скажет мой оракул. Перефразируйте, мои дорогие овны,
терпения вам и действительно перефразируйте. Кстати, может быть, и ответы на вопросы, и там какие-то решения не придут так быстро, как вы хотели, потому что что-то вы не туда могли обратиться, не совсем в ту службу, в которую надо. Не так вы могли задать вопрос, как, именно не совсем по сути. Поэтому подумайте, перефразируйте, и по идее желание должно сбыться. Вперед, мои дорогие львы, вперед, выбор будет сделан правильный, и вперед, не останавливайтесь к вашему желанию, к вашей цели, все в ваших руках. И, стрельцы, вас ждет счастливое будущее. Принимайте. Тут я вижу грандиозные планы и могу сказать, счастливое будущее означает, что ваши все желания, те желания, что вы сейчас загадали, то желание, я по одному обычно советую загадывать, обязательно исполнится. Ну а на сегодня все. Я желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи, любви, благосостояния, мира. Подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Ставьте лайк. Это ваша благодарность за мой труд, и это продвигает видео в YouTube. Нажимайте колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео, практики, ответы на вопросы. Я, кстати, хочу поблагодарить всех тех, кто послал мне донаты. Я благодарна вам от всей души. Это помогает развивать канал и выход новых роликов, на качественную более аппаратуру, свет. Это что же важно для того, чтобы видео были качественные. Поэтому я вас благодарю от всей души. Ну и ссылочки на донаты под каждым видео. С вами была Женя. Увидимся скоро. Люблю вас, мои дорогие. Пока.